Под конец апреля биткоин вернул уровень 90 тысяч, почти даже пробил 96 и до исторического максимума 109 тысяч, который был в январе, не хватает около 16%, за счет чего биткоин почти восстановился после этой локальной коррекции, но при этом альты до сих пор находятся в просадке от 30 до 70 и более процентов. Взять тот же эфир, он в минусе на 54%, Solana, даже несмотря на последний рост, также в просадке на 49%, XRP в минусе на 33%, и с другими монетами история та же. Данные показывают, что на сегодняшний день доминация биткоина превысила 60%, то есть более половины всего крипторынка сейчас приходится именно на биткоин. Но почему биткоину удается удерживать свои позиции и даже фиксировать рост, в то время как альты продолжают падать, из-за чего портфели многих криптоинвесторов до сих пор в минусе? Такое неоднозначное поведение крипторынка в апреле было вызвано экономическими проблемами и неопределенностями в отношении торговой войны США-Китая. Ежедневно на рынок давили новости, громкие заявления Трампа, Минфина США, различных экономистов и аналитиков. Но сейчас мы наблюдаем за тем, как биткоин все чаще и чаще рассматривается с точки зрения защитного актива, о чем сигнализирует его корреляция с золотом. После разрыва графика в ноябре прошлого года, начиная с марта, биткоин и золото движутся синхронно. Это сигнал того, что в таких условиях инвесторы отдают предпочтение биткоину, но никак не альтам и уж тем более мемкоинам. Тем не менее, на пороге май и новые экономические данные, которые покажут реальную картину того, как эти тарифные игры Трампа и Китая влияют на экономику. И скажу сразу, положительного здесь очень мало. Сейчас, наверное, 90% всех прогнозов сводится к росту инфляции, падению ВВП, замедлению мировой торговли, а также к сокращению притока капитала в рискованные активы. И за этими новыми данными будет очень интересно наблюдать. Но поскольку сейчас бытует мнение, что биткоин станет главным спасательным кругом в условиях таких экономических напряжений, сегодня мы это подробно разберем. Также в этом видео я предоставлю список самых важных экономических событий мая, которые будут задавать общий тренд рынка. Мы обсудим, выберет ли Китай биткоин вместо облигаций США, разберем, почему альткоины не спешат восстанавливаться, и в целом на основе всех событий, которые будут в мае, постараемся понять, какой нас ждет месяц. Ведь неспроста на рынке акций крипты есть такая поговорка: май продавай или продать в мае и уйти. И неужели мы еще увидим более сильное падение, чем которое было в начале апреля? Все это мы сегодня разберем. Но вот о точных уровнях, диапазонах спроса, сопротивления, о локальных максимумах, минимумах биткоина, которые будут в мае, мы будем говорить уже в следующем видео, где вас будет ждать большой биткоин прогноз на май. Мы уже начинаем его снимать, поэтому прошу вас поставить лайк прямо сейчас, чтобы, во-первых, прогноз на май вышел раньше, а во-вторых, чтобы месяц был прибыльным. Да, друзья, кто из вас ждет рост в мае, ставьте лайки. А я вам желаю приятного просмотра. Меня зовут Влад, вы на канале Coin22, мы начинаем. Итак, друзья, итоги апреля сегодня мы подводить не будем, потому что сделаем это уже в следующем ролике, а вот важные события мая обязательно разберем. Но забегая наперед, могу сразу сказать, что лидером роста за месяц среди топ-15 альтов стала монета SUI, анализ которой мы проводили в одном из наших прошлых роликов. Ее цена зафиксировала рост около 40% за 30 дней, а вот что касается покупки SUI и многих других монет, это можно сделать с помощью биржи CoinEx. Данная платформа находится на 56-м месте в мировом рейтинге, а также входит в топ-50 лучших бирж по торговле деривативами. С каждым месяцем позиция CoinEx поднимается вверх, поскольку биржа предоставляет удобный и простой торговый терминал, который подходит для новичков, доступ к огромному количеству торговых пар, что позволяет торговать даже на самых новых токенах и, например, шортить разные мемы, быстрый листинг монет и, что самое главное, у CoinEx есть функция P2P, благодаря которой вы можете покупать USDT, USDC и другие стейблкоины, а также альты с помощью своей банковской карты, используя множество валют и находясь в любой точке мира. При этом биржа обеспечивает высокий уровень безопасности всем операциям P2P. Ну а главным преимуществом и отличием CoinEx от других платформ являются бонусы, особенно новым пользователям. Прямо сейчас биржа разыгрывает по 1000 USDT среди новых клиентов, а все, что для этого нужно, пройти регистрацию по ссылке в описании до 3 мая и совершить любую сделку. И даже если у вас уже есть платформа, на которой вы давно торгуете, вы все равно можете принять участие в розыгрыше, получить бонусы, ознакомиться со всеми преимуществами CoinEx на практике, а после принять решение, какую биржу использовать в будущем. Все ссылки на конкурс и саму платформу есть в описании под видео, поэтому переходите, изучайте все самостоятельно и покупайте такие популярные альты, как SUI, через биржу CoinEx. А я начну с последних новостей, которые касаются переговоров Китая и США, ведь одним словом это просто цирк. Да, друзья, честно говоря, я не помню, когда происходило что-то подобное. На протяжении всей прошлой недели Трамп бил себя в грудь и заявлял, что ведет продуктивные переговоры с Пекином, но китайские представители опровергают слова Трампа и говорят, что никаких переговоров не было, и тут только один вопрос: а кто же врет? Конечно, можно подумать, что это Китай, ведь в их же интересах
интересах показать Америку с негативной стороны, чтобы доверие к правительству и экономике в целом упало. Но поскольку все мы прекрасно знаем, кто такой Трамп, сомнений в том, кто на самом деле врет, честно говоря, нет. И вот это самое плохое, потому что в переговорах с другими странами мы также на 100% уверенными быть не можем. А часики, друзья, тикают, и 20% 90-дневной паузы уже прошли, из-за чего, кстати, вчера фондовый рынок США открылся падением и закрылся в минус. На днях Трамп сказал, что сделка с Китаем будет подписана в течение 3 или 4 недель, но при этом до этого Минфин США Скотт Бессент заявил, что для полноценной торговой сделки потребуется не меньше 2-3 лет. И чувствуете разницу? Пару недель и 2-3 года. Конечно же, разница есть. Из этого первое, на что будут смотреть инвесторы по всему миру в мае и последующих месяцах, это уровень инфляции. Новый ИПЦ за апрель, когда начали действовать некоторые тарифы США и Китая, мы получим 13 мая. И я думаю, что мы еще сделаем отдельное видео на эту тему. Но сейчас, по последним данным, американские потребители ожидают, что инфляция будет расти в среднем на 4,4% в год в течение следующих 5-10 лет. Данный опрос провели с 25 марта по 21 апреля, в период, который включал объявление Трампа о 90-дневной паузе, а также новостей, связанных с повышением тарифов против Китая. То есть цены будут стабильно ползти вверх в долгосроке. Но это, друзья, еще не все. На ближайший год ожидания еще более жесткие. Люди думают, что цены вырастут примерно на 6,5%. И хотя это чуть меньше, чем предварительная оценка в 6,7%, это все равно самый высокий показатель с 1981 года. То есть за последние больше чем 40 лет потребители не были так сильно настроены на рост. И это многое говорит об их уверенности в экономике, или скорее в ее отсутствии. Такие настроения могут реально повлиять на поведение людей. Они могут больше тратить сейчас, меньше инвестировать и ожидать повышения ставок. И это в свою очередь будет давить и на рынок, и на экономику в целом. А также не стоит забывать, что инфляция вынуждает ФРС держать ставки на высоких уровнях, что также негативно отражается на экономике, а также крипте. Кстати, рост цен из-за тарифов уже начался. И живой пример — магазин Тему. Приложение Тему — это популярная китайская платформа с дешевыми товарами. Теперь, судя по всему, перекладывают почти все новые пошлины прямиком на покупателей в США. А это значит, что цены на многие товары выросли в 2 раза или больше. Да, друзья, привет инфляция, из-за которой, как я уже сказал, ФРС придется держать ставки на высоких уровнях. И в мае пройдет встреча ФРС, на которой, конечно же, ставку оставят на старом уровне и понижать ее пока не собираются. И вероятно, понижения не будет в июне и аж до конца года, пока экономика не стабилизируется и мы не увидим, что реально происходит с инфляцией в условиях торговой войны. Следующее важное событие — это публикация предварительных данных по ВВП США за первый квартал, только их выложат не в мае, а уже завтра, 30 апреля. Одна из главных причин растущей паники — это страх, что экономика США может не просто замедлиться, а буквально встать на месте или даже начать сокращаться. И вот в среду мы наконец-то увидим реальные цифры. Будет опубликован ВВП США за первый квартал, и это даст нам представление о том, как чувствовала себя экономика США до того, как Трамп поднял тарифы до самого высокого уровня за последние 100 лет. Экономисты прогнозируют, что рост экономики за первые 3 месяца года составит всего 0,1%. Чтобы вы понимали, в прошлом квартале, а точнее в конце прошлого года, рост был аж 2,4%. Так что разница просто колоссальная. Если этот прогноз оправдается, то это будет самый слабый квартальный рост с 2022 года. И да, это вызовет кучу вопросов о будущем. Удастся ли экономике удержаться на плаву или нас ждет рецессия? Понятно, что данные промежуточные, но если мы увидим сокращение ВВП, то это станет важным звоночком. Зачастую показателем здоровой экономики выступает фондовый рынок. Если он зеленый, значит все хорошо, но если красный, то есть явные проблемы. Так вот, свежие данные из опроса Мичиганского университета просто шокируют. Рекордно 12% американцев уверены, что акции вообще не будут расти в ближайшие 12 месяцев. Просто 0 шансов. И чтобы вы понимали, эта цифра утроилась всего за 2 месяца. Это даже хуже, чем в самые темные времена, такие как кризис 2008 года, дно рынка в 2020 и падение в 2022 году. Ну и это еще не все. Почти половина, а именно 44,5% потребителей ждут, что рынок упадет в течение года. Это максимальный уровень с 2022 года. Настроение потребителей часто отражает общее настроение экономики. Когда люди пессимистично настроены, они могут сократить расходы, что в свою очередь влияет на корпоративные прибыли и, соответственно, на фондовый и крипторынок. Так что за данными по ВВП мы будем следить. Кстати, все эти и другие отчеты мы всегда выкладываем в нашем Telegram. И 30 числа также будет ценовой индекс. За ним внимательно следит ФРС, ведь он отражает уровень инфляции. Поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы узнать, как он повлияет на крипторынок. Также немаловажный отчет, который отражает состояние экономики, является рынок труда. Хоть экономика в целом начала замедляться, в данных по занятости это пока почти не видно. Экономисты ожидают, что эта тенденция продолжится и в новом отчете за апрель, который выйдет уже в эту пятницу. По прогнозам, в апреле экономика США добавила примерно 133 тысяч новых мест вне сельскохозяйственного сектора. Это, конечно же, меньше, чем 228 тысяч в марте, но все же это рост. При этом уровень безработицы, как ожидается, останется на уровне 4,2%. Эксперты из банка Wells Fargo в своем отчете написали, что рынок труда продолжает топтаться на месте. То есть работодатели перешли в режим ожидания и не спешат
активно нанимать или увольнять своих сотрудников, особенно на фоне нестабильной торговой политики, а также неопределенности на рынке. И как ранее говорил Пауэлл, рынок труда пока остается стабильным. Однако, если в новых отчетах мы увидим рост безработицы, это также будет указывать на замедление экономики. Также эта неделя имеет особое значение как для фондового рынка США, так и для крипты. Ведь на этой неделе заканчивается апрель и начинается новый месяц. И эта неделя обещает быть горячей. Но почему? Потому что целый ряд гигантов, таких как Apple, Amazon, Microsoft, Meta, ExxonMobil, Coca-Cola и McDonald's, готовятся отчитаться о своей квартальной прибыли. И это не просто отчеты. Почти половина компаний из так называемой великолепной семерки покажут свою прибыль именно на этой неделе. Так что скучать мы точно не будем. Кстати, если вспомнить прошлый квартал, то 73% компаний смогли превзойти ожидания аналитиков. Но еще в эту среду Трамп отметит 100 дней на посту президента. И за это время, напомню, индекс S&P 500 упал на 87% с момента его инаугурации в январе 2025 года. Да, рынок чувствует давление, и не в последнюю очередь из-за новых тарифов. На фоне этой нестабильности компании все чаще выходят с неопределенными прогнозами на второй квартал и вообще весь год. Уолл-стрит снижает ожидания, ведь ситуация с торговыми переговорами с Китаем пока остается мутной. В понедельник министр финансов США Скотт Бессент немного приоткрыл завесу, но ясности особо не добавил. Он лишь сказал, что ответственность за торговую войну лежит на Китае, а сами США прогрессируют в переговорах с другими странами. В частности, сделка с Индией может быть одной из первых. И еще важный момент. Бессент прямо заявил, что пошлины в 120 и 145% просто несостоятельны для Китая, потому что он продает в США в 5 раз больше, чем Америка в Китай. Хотя Бессент явно не договаривает, ведь в США также наблюдается рост цен на различные товары. Как показывает практика, в условиях экономической нестабильности рискованные активы накапливают меньше всего. Но если рынок акций не является защитным активом, то что же скупают инвесторы? Неужели биткоин? Ну, не совсем. На первом месте, конечно же, остается золото. За последние годы иностранные активы в казначейских облигациях США упали просто в пропасть. Сейчас они составляют всего 23% от американского госдолга. Это минимальный уровень за последние 22 года. И за последние 9 лет этот процент упал аж на 11 пунктов. Что это значит? Центральные банки все меньше хотят держать свои деньги в долларах и в американских облигациях. Вместо этого они активно ищут другие, более надежные активы. И угадайте, на что они делают ставку? Ну, конечно же, на золото. Доля золота в мировых резервах выросла на 18%. Это рекорд за последние 26 лет. Причем с 2015 года рост составил целых 8%. И да, одним из главных игроков тут является Китай. Только вдумайтесь, с начала 2023 года Китай удвоил свои золотые резервы в процентном соотношении к своим иностранным активам. Сейчас золото у них занимает 7,1% от всех резервов. В общем, друзья, тренд очевиден. Все хотят золота. Причем не только инвесторы, но и целые страны. А вот что касается биткоина, то он начинает терять корреляцию с фондовым рынком США и больше копирует движение цены золота. Причем биткоин рассматривают многие страны. Об этом прямо говорит представитель BlackRock Джей Джейкобс. По его словам, из-за растущей геополитической неопределенности банки начали серьезно пересматривать свои стратегии. Они отходят от классических долларовых резервов и делают ставку на такие активы, как золото и биткоин. И по мнению Джейкобса, этот процесс начался не вчера. Он разворачивается уже 3-4 года. Золото и биткоин реально стали восприниматься как тихие гавани для инвесторов. То есть активы, которые могут защитить ваши деньги в нестабильные времена. Это подтверждают и цифры. Мы видим крупные вливания в золотые и биткоин ETF. А что по поводу мировой ситуации? Вот в этом интервью ведущий CNBC напомнил про заморозку 300 миллиардов долларов активов Центробанка России. И да, такие шаги заставляют страны вроде Китая задуматься, а стоит ли держать свои резервы в долларах. Все это усиливает глобальный тренд на диверсификацию. А также CEO платформы Nance отметил, что биткоин становится меньше похожим на NASDAQ и больше похож на золото. И он написал, что это очевидно. Он оказался гораздо устойчивее на фоне торговых войн и падения акций. Но да, биткоин все еще очень чувствителен к рискам рецессии. И вот еще одно интересное замечание от компании QCP Capital. Если текущая динамика сохранится, мы можем увидеть еще больше интерес институциональных инвесторов к биткоину как к активу-убежищу. Но, друзья, есть одна очень большая проблема. Биткоин — это новый актив, который не проверен временем. И выполнять роль золота на 100% он пока еще не может. Ведь во время пандемии, а также вал акций в 2022 году из-за роста инфляции ставок ФРС, биткоин активно падал, а вот золото наоборот росло. Из-за чего все последние новости про цифровое золото могут стать лишь очередным трендом, который со временем пройдет. Да, я не спорю, сейчас биткоин очень сильно опережает альты, и на это есть веские причины. Во-первых, фокус на биткоин ETF. Одобренные в США спотовые биткоин ETF привлекают огромные деньги фондов, и большие инвестиционные компании, такие как BlackRock, покупают биткоин, а не альты. Во-вторых, в периоды нестабильности на рынке инвесторы предпочитают более надежные активы. Биткоин воспринимается как цифровое золото, большинство альтов как более рискованные инвестиции. Также доминирование биткоина, это его доля на крипторынке, увеличивается, и это означает, что приток капитала в первую очередь идет в биткоин, а также многие просто выводят деньги с альтов и покупают биткоин. Таким образом, май может стать очень
очень обманчивым месяцем, как для рынка акций, так и для биткоина. Ведь с одной стороны он пытается копировать движение золота, которое сейчас чувствует себя лучше всего, но с другой, предстоящие экономические события в мае могут оказать негативное влияние. Тем более, если некоторые отчеты будут сильно отличаться от предварительных данных, особенно ИПЦ. На основе этого можно сделать вывод и сказать, что май обещает быть более негативным, чем положительным месяцем. Ведь чтобы сформировался устойчивый тренд, для этого потребуется время. Например, в прошлом году на это ушло почти полгода. Также не стоит забывать про тенденцию сокращения инвестиций в рынки, начиная с мая. Это исторический тренд, который повторяется годами. Ведь многие инвесторы, особенно которые покупают акции крипту, продают в мае и возвращаются на рынок ближе к осени. Вот поэтому и говорят: май продавай или продать в мае и уйти. Но поскольку мы находимся в условиях максимальной неопределенности, я не могу не озвучить факторы, которые сдержат падение биткоина. И конечно же это успешные переговоры и сделка с Китаем. Сейчас рынок наверняка закладывает будущее негативное влияние экономических событий, но также нужно понимать, что торговые соглашения могут стабилизировать ситуацию. Сейчас это единственный фактор, который может полностью изменить настроение на рынке. Тем не менее, основное движение крипторынка, а точнее биткоина, вероятно замедлится в мае, будут наблюдаться локальные фазы консолидации и плавное снижение, особенно если мы не будем получать положительную информацию по переговорам США-Китая. Но вы можете прямо сейчас перейти в комментарии и написать свое мнение, что будет с рынком в мае в текущих условиях. Мне было бы интересно узнать, ожидаете ли вы рост или падение, или возможно просто консолидацию в узком диапазоне. Так что пишите. А вот что касается конкретных уровней, движения цены биткоина в мае и то, какие диапазоны он будет тестировать, мы уже разберем в следующем большом прогнозе. Видео будет очень интересное и полезное для всех криптоинвесторов, поэтому не забудьте поставить лайк и нажать на колокольчик. Также все важные новости и отчеты есть в нашем телеграм-канале, так что подписывайтесь. А с вами мы увидимся уже очень скоро. Всем желаю удачи, хорошего и прибыльного начала мая. До скорых встреч!